И я снова всех приветствую, меня зовут Марк, и сегодня я расскажу вам об игре Cities Skylines 2. Я большой поклонник серии Cities Skylines и наиграл более 1000 часов в первую часть. Я был очень рад, когда вышла вторая, и я ждал ее с огромным ожиданием. Сегодня я расскажу, смогли ли разработчики превзойти ожидания, или же нас ждало разочарование. О, нет, об этом чуть позже. Также в этом видео я расскажу вам обо всех новых функциях и улучшениях, которые были добавлены в игру, а также дам свой совет и вердикт о том, стоит ли вам ее покупать. Начнем с новых функций и улучшений, которые были добавлены в Cities Skylines 2. Во время ожидания выхода разработчики выпускали ролики, в которых, по их мнению, рассказывалось об основных нововведениях предстоящей игры. Сейчас мы быстро пройдемся по ним, а если вам интересно более подробно узнать о всех функциях и обо всех подноготных, то приглашаю после просмотра посмотреть полный обзор, который также уже доступен на канале. Значит, начнем мы с первого, и это то, с чего все просто сходят с ума, это новые инструменты для построения дорог. Значит, теперь мы можем делать сетку в 2 клика, создавать круговые движения в 1 клик и подсоединять дорогу не к ноде, как было раньше, а непосредственно к желаемой полосе, что, естественно, улучшило гибкость и удобство построения дорог. Стоит сказать, что Cities Skylines это скорее не градостроительный симулятор, а симулятор построения дорог, так что это достаточно важные функции. Вторая функция это умный ИИ. И тут лучше, как говорится, один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Мы представляем невероятно новый умный интеллект глубокого погружения, благодаря которому машины будут двигаться совершенно по-новому, используя абсолютно новые алгоритмы, которые будут выбирать более быстрый путь, а не более короткий, который пересмотрит ваше представление о трафике. В общем-то, если быть объективным, то видны изменения в лучшую сторону, но на данный момент присутствуют очень большие проблемы с реализацией. Далее, третья функция – общественные грузовые перевозки. Они стали более интересные в том плане, что теперь ты вручную создаешь каждый грузовой маршрут, даже междугородние перевозки, даже поездов и даже кораблей и самолетов. С общественным транспортом глобальных изменений нету, все так же строишь депо, ставишь станции или остановки и прокладываешь маршрут. Из приятного и нового теперь метро также имеет свое депо, которое должно быть подключено путями к линии, и также транспорт должен обслуживаться время от времени. Все в том же депо. Так что тут молодцы, исправили ошибки первой части и даже немного больше. Четвертое – это зоны и уникальные здания. Добавили больше вариантов жилых зон, также теперь есть жилые дома, совмещенные с коммерцией, и что самое для меня интересное, в этом пункте уникальные здания теперь используются по назначению. То есть, если это уникальный дом, то в нем живут люди. Если это уникальный магазин, то в нем продаются товары. И я понимаю, как это звучит для тех, кто не играл в первую часть, но да, можете себе представить, раньше уникальные здания были исключительно как туристическая достопримечательность, что было невероятно глупо, но да. В общем-то, разнообразие зданий сейчас не супер большое, но тем не менее это лучшее, что мы имели за все время. Пятое – это городские услуги. Тут нас ждет множество нововведений, такие как вышки связи и интернет-подключения, почтовые службы, хотя они и были ранее, и прочие мелочи, которые на самом деле меняют геймплей и заставляют по новой смотреть на эти процессы. Ах да, теперь еще добавили соцслужбу, но это далеко не все моменты, связанные с услугами. Следующий и вытекающий из этого пункт – это водо- и электроснабжение. Теперь есть 2 вида электропередач, низкого и высокого напряжения. Чтобы из одного вида преобразовать в другой, теперь в игре присутствуют трансформаторы. Для передачи первого служат высоковольтный ЛЭП, для второго – столбы и дороги. Да, это также одно из нововведений. Вода и электропровод теперь прокладывается автоматически с дорогой. Также появилась возможность улучшать постройки, которые генерируют электроэнергию, и новые способы ее добычи. Дальше 2 пункта мы возьмем в один. Это карты, темы и климат с погодой. Значит, карты теперь больше. Можно разблокировать 441 клетку, то бишь 21 на 21, вместо 81, как это было ранее, 9 на 9. Однако сами клетки стали меньше.
Поэтому можно более постепенно открывать территорию, и за каждое улучшение города дается больше клеток. Теперь в настройках карты можно выбрать стиль, европейский или североамериканский, которые определяют уличную разметку, светофоры, модели транспортных средств для определенных городских служб и другой придорожный реквизит. Каждая карта имеет свои собственные настройки, но их можно изменить, как вы пожелаете. Тут мы еще вернемся немножко к 4 пункту. Как я говорил, количество зданий на данном этапе игры не очень разнообразно. Но это можно немного исправить. Зонирование происходит в зависимости от темы карты, но ее можно менять в меню зонирования и получить таким образом больше разнообразия. На картинке слева вы видите европейский стиль, а справа, соответственно, североамериканский. В игре теперь присутствует смена времен года. Зима, весна, лето и осень. Температура меняется и зависит также от карты. Некоторые карты имеют более теплый климат и не имеют снега и отрицательных температур, другие же наоборот, более холодные и снежит там будь здоров. Но несмотря на это, отопления как такового в игре еще нету. Чем бедолаги там топят у себя в квартирах, непонятно, дуйчики им в помощь. Также бывают стихийные бедствия, такие как торнадо, град, буря и лесной пожар. Чтобы с ними бороться, также предусмотрены службы по борьбе со стихийными бедствиями. Следующий пункт – это экономика и производство. В игре это занимает действительно важную роль. Вам придется во всем этом разобраться и потратить много часов, прежде чем вы сможете нормально управлять всеми параметрами вашей экономики. Так как это короткий обзор, то скажу, что в игре присутствует огромное количество различных товаров для производства, в том числе нематериальные, такие как программирование, телевещание, банкинг и прочее. А чтобы перечислить все материальные, сырьевые и несырьевые продукты, в общем, сами посмотрите. Тут можно управлять каждой отраслью отдельно, мониторить прибыльность. Тут даже нам графики рисуют, как мы все любим. Также мы тут видим общую доходность и все наши расходы, но я бы не советовал сюда смотреть, потому как ваша реальная прибыль немного отличается, и это лишь примерные цифры. Стоит еще сказать, что сейчас главная механика для улучшения уровней любых зон, будь то промышленных или жилых, состоит в том, что улучшение стоит некую определенную сумму. Условно, чтобы построить новый офис, нужно 1 000 000. Так вот, в зависимости от налогов на бизнес, качества работников, их степени образованности и прочих моментов вычисляется прибыльность компании. Соответственно, после уплаты всех налогов и расходов остается какая-то сумма. Условно 100 000 в месяц. Соответственно, уровень офиса улучшится через 10 месяцев, ведь именно тогда компания накопит необходимый 1 000 000 для улучшения их здания. Из этого стоит вывод, что в начале развития стоит делать налоги немного меньше, дабы компании имели деньги на развитие, а уже после поднимать налоги. Последнее, что стоит сказать в этом пункте, что специализированные промышленные районы теперь требуют выделять зону, которую они будут обрабатывать. Вот так это выглядит в игре, и это позволяет создавать более интересные формы полей и прочих промзон, что опять-таки делает более реалистичной игру и дает больше пространства для креатива. 10-й пункт – это прогресс. Тут есть 2 пункта – вехи и прогресс вашего города, которые зависят от опыта, получаемого путем увеличения населения и постройки различных зданий, сервисов и прочего. И дерево развития. Как и следовало ожидать, этапы разблокируют новые сервисы и политики, но процесс их разблокировки отличается в зависимости от карты. Улучшая уровень вашего города, вам даются очки для исследования в дереве технологий и некоторое количество клеток для открытия. Таким образом, если раньше все зависело только от количества жителей, а новые службы их улучшения открывались строго по порядку, то теперь вы сами вправе выбирать, куда стоит двигаться вашему городу. Вы можете развивать все постепенно и равномерно, или забить на водоэлектроснабжение и покупать его у других городов, сосредоточив свое внимание на службах, парках, достопримечательностях или открытии новых дорог и мостов. Тут абсолютно все в ваших руках. Дальше идут 3 пункта, которые не меняют игровой геймплей, однако не менее важны, поскольку именно через них строится ваше взаимодействие с игрой. Это звуки и музыка, которые действительно неплохо сделаны, и приближая камеру, например, к одной из построек, вы будете слышать одни звуки, у других зданий другие. Пролетающий самолет в упор к камере вообще может вас напугать, и может показаться, что самолет летит на улице за окном. Гражданское моделирование и жизненный путь
это следующий пункт. Тут особо не будем останавливаться, в целом все по-прежнему. Счастье, благополучие, здоровье, предпочтения в зависимости от возраста, от образования, трудоустройства, преступности и прочая ерунда, которую вы будете изучать постепенно, параллельно открывая новые службы и улучшения. И последнее – это новый режим камеры, записи видео и фото прямо в игре. Построили красивый район, сделали пару фоточек и сняли небольшой пролет. Но не то чтобы это действительно важный момент. От себя я добавлю, наверное, главный пункт на данный момент – это оптимизация. Она хромает, и, судя по последним годам, разработчики абсолютно забивают на нее. На этот случай у меня есть одна картинка, которая объяснит все без слов. Если быть, конечно, более серьезным, то пока у вас небольшой город, до 50-100 тысяч населения и монитор 1080 на 1920, все будет окей на среднем компьютере. В полном обзоре я приложил самые популярные тесты железа для более конкретного понимания. Если на этом этапе обзора вы решили, что хотите купить и поиграть в игру, то, думаю, вам стоит посмотреть более полный обзор, чтобы быть готовым ко всему и быть уверенным, что игра у вас запустится. Поэтому, да, оптимизация в первые дни была просто отвратной. Вышло уже несколько хотфиксов, и разработчики говорят, что это их сейчас главная задача, и что они не будут даже выпускать новые дополнения, пока игра не будет работать на большинстве компьютеров адекватно. Что ж, верим им на слово и говорим огромное спасибо, что игра хотя бы вышла и дату релиза не перенесли. Те, кто ждут Stalker 2, меня сейчас прекрасно поймут. Парадоксы сами написали это у себя в соцсетях и сказали, что намеренно пошли на этот шаг, понимая, что вначале получат много негативных отзывов, но переносить дату они не будут. Только время покажет, правильный это был ход или нет, но спасибо, что мы можем играть уже сейчас. Что ж, подведем итог. Я как фанат этой игры, который ждал новой части и дождался, очень хочу, чтобы и вы тоже насладились этим шедевром. Но я закрываю глаза на огромное количество недочетов, которые все же присутствуют в этой игре. Если максимально коротко помочь решить, покупать или не покупать, то ответ здесь таков. Если у вас хороший компьютер, есть деньги на покупку, и это не накладно для вас, ведь игра стоит недешево, вы любите стратегии и играли, допустим, в первую часть, или играли в Киберпанк на выходе, или другие новинки последних лет, и готовы мириться на первых этапах с оптимизацией, то однозначно стоит. А если у вас слабое железо, а я напомню, что минимальные требования это Intel Core i7 6 поколения или Ryzen 5 2600, 8 ГБ оперативной памяти и минимум GTX 970 или RX 480. Или слабая нервная система, которая не выдержит вылетов игры без сохранения. Хотя тут стоит сказать, что у меня это случалось за 100 часов игры всего 3 или 4 раза, то вам стоит купить новый компьютер и закупиться валерьянкой, потому что игра того стоит. Ладно, если же вы все еще не уверены, нравится вам игра или нет, то приглашаю вас на мои стримы, которые проходят на YouTube, Twitch и Trovo практически каждый вечер, и посмотреть полный обзор, в котором я опишу все самые прекрасные и невероятные стороны как в хорошем, так и в плохом смысле. На этом моменте мы будем прощаться. Напишите свое мнение, будете ли вы покупать игру или нет. Мне действительно это интересно. А также подписывайтесь, если вы впервые, и поставьте лайк, если вам понравилось, или дизлайк, если нет. Всем спасибо за просмотр. Ну, а мы с вами, как всегда, не прощаемся.